Привет, с вами Андрей. Мы продолжаем Shadow Pixel Dungeon убийца. Так, мы остановились на том, что встали перед входом в подземелье. Так, прозваниваем магической картой. Смотрим, где у нас что находится. Так, нам нужно вверх и налево. Так, у нас атакующие палочки. Где у нас дезинтеграция есть? Дезинтеграция — это хорошо. Так, наша задача на этот уровень вытащить, получается, максимум. 28 уровень. И вытащить 2 зелья опыта. Поэтому мы продолжаем искать зелье опыта и карта. Свитки карты магической. Так. Крестики, нолики. Мы проголодались. Кушаем. У нас есть один глазик. Глазик — это хорошо. Так, у нас зашли. Палочка холода. Выстрел. 1, 2, 3. Свиток ярости. Так, у нас, получается, закрытые двери 2 штуки. Это либо выбор, либо закрытая дверь. Ну, нам, в принципе, сразу открыли. Тут есть свитки, зеркальные копии, свиток телепортации, либо свиток опознания и зелье опыта. Вот, собственно, что нам и нужно. А второй рандомный сундук. Выбираем зелье опыта, потому что нам оно нужно будет. Глазика надо убрать. Желательно.
Глазика убрали. Так. Так, у нас получается суккуб. Достаточно сильный соперник. Его не стоит недооценивать. И в идеале его вообще сбрасывать в пустоту. Либо просто обходить. Максимально пытаться. Но суккуб нас увидел. Так. У нас комната с прыжком Веры. У нас звездофрукт. Это получается у нас 2 зелья опыта уже. Грубо говоря. Так, свиток перезарядки. Свиток телепортации. Так, двери закрыты. Смотрим, что нам не хватает. Свиток телепортации. У нас их 2 штуки. Добавить. Свиток ужаса, свиток возмездия. У нас есть возмездие, но нет ужаса. Добавляем возмездие, наверное. Текст. Теперь что надо? Ужас, ярость. Добавляем ярость. Остался ужас. Единственный свиток для добавления. Факела. Рекомендуется по максимуму использовать факела на текущем уровне. Потому что тут на крайних 5 уровнях видимость очень сильно ограничена. Поэтому не лишним будет использовать факела. Мы проголодались. Выпили зелье избавления. Мы нашли глазика. Зелье токсического газа. Ай-яй-яй. Ведьмин стебель, хорошо. Такс. Продолжаем продвигаться. Что мы видим? У нас суккуб охраняет дверь, грубо говоря. Что мы можем сделать? Суккуб, скорее всего, будет телепортироваться. Но учитывая то, что он пешеход, мы можем на него закидать все дебафы, которые мы могли бы на него закидать. Соответственно, это огонь, яд, огонь. Все негативные дебафы, которые у нас возможны. Поэтому аккуратно стараемся убрать суккуба под включенной меткой.
Сколько зарядка, метка зарядов забирает. Так, прожимаем. Метка забирает 17 зарядов в плаще. Не стоит рисковать лишний раз. Если есть возможность, лучше встать и похиляться. Но нам этого сделать не дают. Глазик еще один. И он нас видит. Это плохо. Не стоит рисковать, лучше лишний шаг сделать, чтобы избежать его урона. Он нас пробил. Удивительный суккуб, однако. Как ты так меня умудряешься видеть? Так, что мы видим? Мы видим пропасть. Что нам надо делать? Правильно, скинуть суккуба в пропасть. Для этого проклятая глифа подрыва. Проклятие подрыва. Взрывные орудия накапливают заряд и взрываются, нанося урон носителю и врагу. Ваше оружие холодное. Достаточно опасное проклятие, потому что оно нас может элементарно покалечить. Если есть возможность, лучше его не использовать. У нас есть ключ. Идем нажимать ключик. Нам дали свиток магической карты. То есть у нас их 3 теперь. То есть нам, в принципе, хватает свитков. Наша задача просто ужас, который нам нужен был для фулл коллекции. Все. Книга готова. Смотрим. Все мы открыли. Все мы открыли. Снимаем проклятие с подрыва.
И в идеале добежать до беса. Продать ему наше чудо-оружие за 40 монет. Так, у него в идеале купить факела. Они, правда, 200 монет стоят, достаточно дорого. У нас особо вариантов нету. Берем факела у него. Продвигаемся дальше. Опять же, что мы видим? Что за нами идет суккуб, который умеет телепортироваться. И он нас потерял из виду. Все, суккуб погиб. У него 4 хода, чтобы суккуб... Он, по сути, как берсерк гноловский, который погибнет в любом случае, только через какой-то промежуток времени. Он нам дал щит. 5 единиц. Вот это просто мазохизм, а. Так что мы видим? Нам нужно в идеале убить глаза. Но это сделать проблематично. Что у нас по этим? У нас есть, по сути говоря, холод. Мы можем сделать себе семена холода. А сюда дротики пока поставим. Так, продолжаем движение. Видим суккуба. Суккубы серьезные ребята, их желательно скидывать в пропасть, потому что они вас заколебут своей магией. Почему у него магия у суккуба рандомная? Вот как сейчас, например, он нас очаровал, и мы его 5 ходов не сможем бить. То есть, да? То есть мы по суккубу даже еще и не попадаем. Хотя казалось бы, что там сложного попасть по суккубу. Нет.
Так, видим глаза смертоносного, злобоглаза. Он нас не видит, но мы в очень плохой позиции. Нам здесь негде спрятаться. Злобоглаз нас увидел. Наша задача испариться максимально, чтобы нас било максимум один моб. Ждем, пока уйдет злобоглаз. Злобоглаз ушел. Включили факел. Открываем все карты, смотрим. Наша задача в первую очередь дезактивировать демонический рассадник. Также найти на уровне алхимика желательно, если он есть. Алхимика здесь нету. Минус. Смотрим, как нам нужно выстрелить, чтобы от нее избавиться. Получается, если у нас прямое направление, значит нам нужно чуть-чуть вниз, чтобы скинуть суккуба в пропасть. Но не факт, что нам повезет. И он полетит туда, куда нам нужно. Все получилось. Это место желательно закидывать ядом. Но у нас всего лишь одна баночка, поэтому сомнительное решение. Либо огнем. Но опять же, огонь нужен по площади. А у нас... Помню, что у нас преимущество по скорости. Благодаря кольцу ускорения мы можем его просто вводить вокруг пальца. Но они очень сильно уклоняются. Достаточно веселые ребята, сильно уклоняющиеся. Опять же, там кто-то вот в эту дверь вышел, но мы не видели его. Поэтому очень важно наблюдать за окружением. Представлять, что примерно в целом происходит. Вот сейчас на нас идет суккуб через низ. Наша задача с ним разминуться по максимуму. На нас смотрит злобоглаз. Но он еще спит. Соответственно, мы можем его убрать. Но опять же, большое пространство очень. Плюс много пустоты. Очень хорошее пространство для того, чтобы избавиться от
милишников. Но на летающих это пространство в нашем случае не подействует. Либо, если мы его превратим в овцу. Но чтобы превратить в овцу, нужно использовать свиток. Полиморфа, так называемый. Но опять же, это не наш случай, потому что мы в данный момент превратить его не можем в овцу. Как и зачаровать, чтобы он нам ничего не смог сделать. У нас есть камень шока. В идеале я предлагаю убрать этого глазика, чтобы он нам особо сильно не мешался. Перед самым ударом накинем на него. Но видите, в чем проблема? Осталось 5 ходов. Соответственно, нам нужно избавиться от него на 5 ходов. Очень опасное пространство, большое, очень широкое. На высоком уровне оно прямо крайне опасное. Потому что если у вас нету невидимости, либо руны темноты, вам будет крайне тяжело спрятаться на открытом пространстве. Бурдюк заполнен. Это отлично. Мы можем его выпить, чтобы восстановить немножко здоровья. Продолжаем собирать росу. Видим суккуба, который видит тоже нас. Наша задача от него с ним максимально разминуться. При этом, чтобы он нас особо сильно не увидел. Видим сундук. Он обычный. Собираем. Это секира. Секира неплохое оружие, но он актуален только при 20-й силе. Поэтому продолжаем движение. Видим глазика. Нам нужно с ним разминуться. Видим суккуба, который нас начинает преследовать. И нам, чтобы от него избавиться, нужно заставить его бежать за нами. Либо чтобы он телепортировался. Он встает вот на эту клетку перед выходом. Либо еще на одну. И мы его просто сбрасываем. Но сбросить его не получилось.
Тогда хитрим. Просто под углом бросаем его. Видим, что глаз спит. Не трогаем его, пускай спит дальше. Тут очень много спящих глаз. Злобоглазы они так называемые. Наша задача от них избавиться, но у нас очень медленно восстанавливается. Вот опять же, что мы видим? Мы видим, что суккуб встал, в принципе, для нас удачно. Мы его просто чуть-чуть подтолкнули, но опять же, нам не повезло. Он попал и парализовался. Не упал в пропасть, как нам хотелось бы. Опять же, суккуб нас, по сути говоря, заметил, потому что он за нами бежит. Наша задача от него избавиться максимально. У нас 95 заряда на одежде героя. Мы можем это использовать, чтобы сейчас убрать вот этого злобоглаза. Нам дали 13 щита. По нам стреляет злобоглаз. Мы обошли. Видим. Значит, получается, он нас видит. Наша задача от него максимально избавиться. И желательно без особых потерь для себя. Тут несколько вариантов. Метку ему дать и танцевать с ним вокруг похожих вещей. Вот таких вот так называемой стены. Благодаря этой стене можно вытанцевать у него. Опять же, злобоглаз нас не видит. Суккуб тоже. Смотрим, что у нас здесь. Свиток ужаса. Бурдюк и земляной корень. Отлично. Берем земляной корень. Берем дротики. И соединяем это все. Получилось парализующий дротик. Эти дротики, покрытые веществом на основе земляного корня, на некоторое время парализуют жертву. Очень эффективное средство борьбы с врагами. Когда вы понимаете, что у вас не так много моментов убежать, либо спрятаться. Злобоглаз. Мы не успели убежать. Злобоглаз нас увидел. Нам нужно спрятаться от него, чтобы с ним не встречаться. Чтобы он посчитал, что мы
Нас здесь нету. Благодаря скорости у нас получается. Это мимик. Сундук мимик. Таких сундуков, они всегда сильнее персонажа на несколько уровней бывают. Даже если вы 25 на 22 уровне, они все равно окажутся у вас сильнее. Их рекомендуется максимально эффективно бить. Причем желательно с минимальными потерями для себя. Потому что мимики достаточно сильные персонажи. С ним желательно в прямую конфронтацию не вступать, потому что они сильнее нас. Посмотрите, если сейчас мимик ходит на эту клетку, на тлеющий мох, то мы его сможем скинуть. Вот как о чем и речь. Но у нас скинуть не получилось. Мимик оказался тяжелее нас. Смотрим дальше. У нас есть ледяная ловушка. Благодаря льду мы можем его замедлить. Как, собственно, и себя замедлили. Надо подпирать двери. Мимик подумал, что нас больше нету здесь. Соответственно, мы его можем смело расстреливать любым дальнобойным оружием. Скажем, вот мечик, метательный ножик, еще один ножик, еще один ножик. Он нас видит. Соответственно, у нас не получается для него сделать неожиданную атаку. Все. Ему осталось один ход. И мимик исчезнет. Смотрим, у нас на нас идет глаз. Глаза достаточно тяжелые, ребята. С ним лучше в прямую конфронтацию не вступать. Если есть возможность, лучше обойти. Очень много росы. Помним главное правило. Как можно меньше вступать в конфронтации. Наша задача не убить всех врагов. Вот тут смотрите, какая хитрый вход. Если вы его подожгете, вот эту деревянную баррикаду, у вас сгорит тут чуть ли не весь уровень. Его поджигать нельзя. Его нужно именно взрывать, потому что если вы будете его поджигать, у вас сгорит все. Но нам поджечь его нечем. Точнее, не поджечь, а подзорвать. Опять же, у нас нет алхимиков. Как и камней взрыва. Соответственно, мы не готовы, чтобы открыть данную баррикаду.
Нас увидел. Но это не важно, потому что он нас должен потерять из виду. Он нас не теряет из виду, значит мы его убираем. Трава, по сути, ваш друг. Потому что в траве вы можете спрятаться, но трава может и гореть. Соответственно, нужно аккуратно прятаться. Мы видим глаза, но он нас не видит. Мы просто с ним пытаемся разминуться максимально. Мы видим, что по нам стреляет уже кто-то. А почему мы не смогли увидеть? Потому что у нас не было факелов. Были бы у нас факела, мы бы увидели. Что мы видим? Мы видим, что очень много мобов. И у нас, по сути говоря, не так много шансов. Нам нужно сваливать с текущей локации. Потому что если мы останемся здесь, нас, скорее всего, убьют. Поэтому наша задача стечь максимально быстро отсюда. Чтобы ребята, которые нас преследуют, они перестали это делать. Забираем суккуба. Ждем, пока он. Также открыть можно палочкой дезинтеграции. Как я сделал только что. Зелье силы, опять же. Не используем зелье силы. Потому что желательно использовать, превратить зелье силы в эликсир могущества. Всего будет 2 зелья силы на каждые 5 уровней. Соответственно, вы превращаете одно из зелий в эликсир могущества. Просто дальше не заморачивайтесь. Эликсир, а если вы раньше времени его примените, для вас только минус будет. Поэтому его стоит применять только когда он вам необходим. Что мы имеем в наличии? Мы видим, что мы не исследовали одну кристальную дверь. Но для этого там нужно будет прыгать, и для этого нам нужен алхимик. Что мы опять видим? Мы видим, что нас догоняет суккуб. Нам нет смысла с ним драться, мы просто от него убегаем. Открываем карту. Смотрим, что у нас в наличии. В первую очередь идем на демонический рассадник. Также у нас здесь есть комната с газом. Также есть тут колодец, который, скорее всего, будет либо опознаванием, либо чем-то похожим, либо лечением. Опять же, смотрим. Глаз спит, но демон-потрошитель нас уже может увидеть. Наша задача максимально маленькое количество врагов сагрить при этом.
Демон-потрошитель будет прыгать в ловушку с газом. Соответственно, он ее сам активирует. И из-за этого, скорее всего, глаз, который вот этот вот, он проснется, злобоглаз. Мы просто отсюда тогда уходим. Делаем приговор метки смерти. Осталось 5 ходов. Просто ждем. Смотрим. Остался 1 ход. Режем. Урон очень маленький оказался. Помню, что нам нет смысла вступать в прямую конфронтацию с ней. И надо обязательно наблюдать, чтобы демон-потрошитель в вас не прыгнул. Потому что если он в вас прыгнет, на вас будет кровотечение наложено. Это не самый приятный дебаф, который вообще есть. Мы отдельно стоим в комнате. Мы можем в данный момент либо поесть, либо просто прожать зелье избавления. Второе мы делаем. Что мы видим дальше? Злобоглаз не проснулся, но он нас и не видит. Мы стараемся... Он проснулся. Стараемся убежать от него. Кидаем ему метку и бежим за ним, куда бы он ни пошел. И на желтый, либо на оранжевый будем пробивать его. Метка осталось 2 хода. Все, желтый, в принципе, можем пробивать его. Все, злобоглаз готов. Ему остался 1 ход. Наша задача просто не дать ему выстрелить в нас. Что мы видим? Злобоглаз. Он парящий, злобоглаз над пропастью. Если бы у нас был бы контролирующий с превращением в зелье, мы бы его уже убили бы. А так мы не можем его убить. Что мы видим? У нас есть демон-потрошитель. Избавились от него. Есть зелье очищения, опять же. Оно хорошее, эффективное против урона по площади. Есть суккуб и свиток рассеивания проклятий. Вместе с золотом. Я предлагаю просто избавиться от суккуба и забрать то, что он охраняет, скинув его в пропасть при этом. Кого мы видим? Мы видим Скорпит. Очень тяжелое существо. Не самое тяжелое, но одно из высокоуровневых тяжелых существ. Его рекомендуется именно сбрасывать в пропасть, потому что они крайне тяжелые. Ребята с ними очень долго и нудно драться. Но опять же, если мы его сбросим, мы полетим вместе за ним следом. Поэтому нам надо его аккуратно сбросить. Опять же, не забываем то, что у нас факел прогорает. Но благодаря тому, что мы
рога мы можем... Мы его не смогли сбросить. Угол, видимо, неудачный был. Это плохо. Мы только что нажили себе проблему в виде этого скорпида. Значит, просто убегаем. Запоминаем, наша задача выжить, не убить всех. Видели только что кто-то примял траву. Значит, кто-то там присутствует. Значит, просто ждем мы максимально. Вот он. Только что в нас выстрелил он. Наша задача не вступать в прямую конфронтацию. А если он и... Смотрим, есть кто-нибудь? Главное, обязательно свет. Свет проверяйте постоянно, потому что дальности стрельбы им просто может не хватить, чтобы вас увидеть. Кого мы видим? Мы видим суккуба, который смотрит в нашу сторону. То есть он, скорее всего, нас увидит. Мы не попали. Очень плохо. Было ожидаемо, собственно, что мимик сагрится. Наша задача избавиться от этой компании и посмотреть, кто из них куда пойдет. Видим, что дверь открылась. Значит, кто-то к нам идет в гости. Видим злобоглаза, но он нас не видит в данный момент. Включаем еще свет. У нас осталось 27 ходов. Лучше пускай лишний свет будет гореть, чтобы, как говорится, просто горел. Зато вы от дальнобойных ребяток увидите их до того момента, как они у вас проатакуют. Вот эта вот большая локация очень опасна. На высоких уровнях это самая небезопасная локация, потому что они у вас могут выстрелить. У нас просто нет места. Мы бы, может, что-то и хотели бы взять, но у нас нет места. Мы видим скорпида, который стоит рядом с тут, скорее всего, в холодной воде, в пираньи. Смотрим, что мы видим. Мы видим, что злобоглаз сейчас выходит на большую локацию, но он нас не видит при этом. Вот опять же дублирующее зелье силы. Когда мы нашли второе, в принципе, можно одно прожать. Это получается у нас колодец лечения. Очень полезный колодец. Его рекомендуется. Что мы видим? На нас скорпит идет в любом случае. Учитывая то, что он дальнобойный, с ним надо драться в дверях. Либо просто от него избавляться, сбрасывая его в пропасть. Скорпит может быть умнее нас. Он уходит от нас в данный момент. Соответственно, у нас два варианта развития событий. Мы можем его попытаться добить, накинув метку, пойдя за ним в инвизе, например. Как вариант. Все. Он погиб. Ему осталось 3 хода. Наша задача с ним не столкнуться. Все, он погиб.
Что мы видим дальше? Нам 4 щита за это дали. Мы видим, что Скорпион и Пиранья, они вместе стоят. Соответственно, если мы будем стрелять палочкой взрывной волны, она, скорее всего, разбудит обоих. Но мы тогда сможем избавиться от Пираньи. Но разбудим Скорпион. Скорпида. Соответственно, наша задача его максимально долго не будить. Чтобы нам все-таки хотя бы кого-нибудь из них шлепнуть, нам нужно просто элементарно посмотреть, что нас окружает. Мы можем его разбудить и дать ему возможность убежать. Но опять же, для нас это оказалось очень больно. Опять же, мы не знаем, видит он нас или не видит. Поэтому мы аккуратно, с максимальным радиусом просто обходим его. От пираньи мы избавляемся палочкой взрывной волны. Пиранья закончилась. Продвигаемся дальше. Видим факел, сцепляем факел. Свиток улучшения, отлично. Комната с газами. Желательно туда зайти, потому что нам там еду выдают. Благодаря тому, что у нас стоит перк на мистический обед. Не то. На спрятанные пайки. Желательно туда зайти. Но нам не повезло. Мы просели по хп немножко. Что мы видим? Мы видим злобоглаза, который пока непонятно куда идет. Но лучше мы его пропустим, пускай он идет. Дверь открылась, значит, он прошел. Но и открылась и с другой стороны, значит, кто-то к нам идет. Смотрим, это паук. Не паук, а скорпит, так называемый тарантул. Ждем, пока он пройдет, потому что нам, опять же, смотрим. Он идет в нашу сторону. Там два варианта развития событий. С этих скорпидов падает зелье. Соответственно, если мы его скинем в пропасть, мы потеряем зелье, которое он нам может дать. Но мы рискнем. Нам нужен опыт. Потому что у нас 25 уровень. И у нас уже предпоследняя локация идет. Нам без надобности пластилиновая броня, мы ее оставляем. Топор мы его тоже оставляем. И эту мы оставляем, потому что с оружием мы определились уже. Подбираем мясо. Загадочное. И забираем сундук. Что мы видим? Суккуб не смотрит в нашу сторону.
Мы делаем шаг, и он нас увидел. Соответственно, наша задача от него избавиться. Мы его просто сбрасываем в пропасть. Выбирая между артефактом и кольцом, учитывая то, что у нас 3 кольца, то проще, наверное, выбрать артефакт в нашем случае. Это цепи. Очень хороший артефакт, он помогает маневрировать очень сильно. Но в нашем случае он может быть для нас бесполезен, потому что его надо качать. А в нашем случае он очень долго будет качаться. Цепи помогают маневрировать и проходить сквозь стены. Очень сильные. Очень сильный артефакт, но его нужно качать. Кого мы видим? Мы видим то, что злобоглаз стоит. Куда он идет, неизвестно. Он идет в нашу сторону. Значит, наша задача с ним разминуться. Он нас увидел. Все, злобоглаз ушел. Включаем свет. Не забываем про свет на высоком уровне. Злобоглаз нас увидел. А сейчас он сюда подойдет. Значит, убираем злобоглаза. Он нам слишком много времени потратил. Что мы видим? Через 1,5 хода злобоглаз. Вот на этот случай нужна цепь, потому что он заряжается 2 хода. Но учитывая, что у нас кольцо скорости, мы в принципе можем успеть в теории. Но у нас получается раз клеточка и 2 клеточка, и на 3-й клеточке, соответственно, мы не успеем от него убежать. Но у него приговор. Через 2 хода он погибнет. Соответственно, он нас не должен успеть убить. Лучше не рисковать и телепортироваться. Наша задача, помню, что наша задача выжить. Не убить всех врагов на карте, а именно выжить. Смотрим, злобоглаз спящий. В принципе, он нам не актуален, но если мы будем выходить, он нам будет очень сильно мешать. Поэтому лучше его убрать. Смотрим. Остался 1 ход. Он только начал заряжаться, он не успеет это сделать. Помним, что он заряжается и выстреливает 2 хода. Нам дали 12 щита за него. Вот, опять же, нам пишут, что-то подсказывает вам, что на этом уровне немало тайников. Соответственно, нужно внимательнее смотреть. Но учитывая то, что у нас карта, свиток магической карты, мы увидим все тайники возможные на этом уровне. Опять же, у нас тут два алхимика, что неплохо.
У нас тут опять же демонический рассадник, стандартное явление. У нас тут ключная дверь, где можно пособирать себе предметов. Смотрим. Наша задача активировать алхимика максимально быстро. Видим алхимика, берем. Учитывая то, что нам по сути опознавать больше нечего, можно развеивать свитки опознания. Они нам будут не актуальны. Наша задача создать зелье. Из зелья силы и алхимического катализатора создать эликсир могущества. Для этого нужно выбрать зелье произвольное, которым мы не пользуемся, которое нам 100% не понадобится, которых у нас много. В нашем случае это зелье будет холода, скорее всего. И соединить его с каким-нибудь семечком, которым мы, скорее всего, не будем пользоваться. У нас появился алхимический катализатор. Алхимический катализатор мы соединяем, и получается эликсир могущества, который мы будем выпивать только на 28 уровне. Также у нас была комната с прыжками. А для того, чтобы ее активировать, нам нужен мистический катализатор. Чтобы его сделать, нужен свиток соединить с камнем и получить мистический катализатор. Значит, мы берем свиток и берем камень, который нам не нужен. В нашем случае это камень стада, потому что у нас их просто больше по наличию. Получается мистический катализатор. Мистический катализатор соединяем с зельем левитации, у нас получится антигравитация. Для этого берем зелье левитации и соединяем с мистическим катализатором. Нам не хватает энергии. Мы нажимаем энергию. Ледяную лилию, например. Нажали. Есть такое дело. У нас есть семена скорополоха. А по зельям скорости у нас 2 штуки. В принципе, можно одно зелье сделать, чтобы оно чисто просто было. Остальные 2 оставим. Семя ведьминого стебля рекомендуется не трогать, потому что телепортация дорогая все-таки вещь. Как и не использовать семя солнечника, особенно если вы играете без испытания с растениями. Поэтому их стоит оставить. Что касаемо яда, в принципе, яд хорошая вещь, его стоит, наверное, сделать, чтобы он просто был. У вас получилось зелье токсического газа. Это так называемый яд по площади. Все, продолжаем двигаться дальше. В принципе, мы подготовились к боссу. Нам нужно еще 2 уровня, чтобы к нему пойти. Потому что желательно на максимальном уровне к нему идти, либо предмаксимальном. Но вот наша задача их получить по возможности. Что мы видим? Мы видим 2 скорпида
Очень тяжелые ребята. Если есть возможность, лучше их лишний раз не будить. Что мы видим? Мы видим, открылась дверь. Значит, кто-то идет сюда. Но не факт, что сюда. Опять же, что мы видим? Используем метку на них. И просто танцуем. Что мы видим? У нас этот человек с меткой еще не упал, но появился уже дублирующий человек с меткой. Просто отходим от него. Танцуем. Так называемая кайтють. Аккуратно, стараясь как можно меньше народу сагрить в свою сторону. Что мы видим? Мы проголодались. Значит, наша задача максимально поесть, чтобы нас больше она не беспокоила. По крайней мере, в ближайшее время. И если есть возможность, рекомендуется собирать всегда вот этот мясной пирог. Это прям классная тема. Что мы видим? У нас стоит ловушка на проходе. И скорпит. Соответственно, если вы не рога, так называемый разбойник с бесшумными шагами, в 2 вкачанные, и не имеете руны темноты, то лучше этих ребят вообще обойти. Потому что благодаря плащу невидимки, который мы прожимаем, мы просто можем мимо них пройти, они нас не увидят. Что мы видим? Глазик, злобоглаз, спит. Наша задача его не будить, потому что из-за того, что тут большая, достаточно длинная дистанция, он нам может неприятности создать. Нам повезло, что он не проснулся. Потому что если бы он проснулся, мы бы не смогли убежать от него. За исключением контролирующих. Так. Заклинаний по площади, например, камня страха или тому подобное, камня перемещения, чтобы от него свалить, либо камня сна. Опять же, мы его не видим, благодаря растениям, как, собственно, и он нас. Поэтому мы просто обходим их. Прыгать мы не планируем. Что мы видим? Мы видим, что в комнате скучковались двое. И они охраняют ключик. Ключик взять можно будет просто так. Но опять же, если только они вас не увидят, либо вы их выгоните всех из комнаты. Нашим задачей мы нажимаем плащ, взяли ключик и вышли. Плащ выключили. Теперь идем открывать двери. Мы не планируем прыгать. Что мы видим? Демон-потрошитель откуда-то нарисовался. Бить мобов со спины желательно, когда они к вам спиной стоят.
либо они когда просто спят, потому что тогда вы им сможете нанести максимальный урон. Для этого нужно с ними потанцевать и быть их чуть-чуть быстрее. Для этого используйте кольцо ускорения либо похожие вещи. Наша задача опять же пройти мимо скорпидов. Прошли, выключили. Смотрим, тут глазик, но нам учитывая то, что мы идем вот к этой двери, нам нужно убирать этого глазика. Не забываем про свет. Включаем свет. Кого мы видим? Мы видим, что на нас напал суккуб. Но в данный момент он нас... Мы со спины к нему находимся. И, соответственно, мы можем на него критический удар нанести. Мы, скорее всего, суккуба будем сбрасывать. Поэтому наша задача от него сбежать. Он делает еще пару ходов, и мы его сбрасываем. Все. Что мы видим? Нам не хватает дальности прострела. Для этого нужно улучшать палочку волшебного взрывного удара. Убираем злобоглаза. Для этого разгоняем до оранжевого состояния и даем ему метку. Потом переводим в красное и бьем. Алхимический огонь, колыбельная и опыт. Нам дали дублирующее зелье опыта. У нас их в данный момент уже 2. И плюс еще... Ой, блин. Звездофрукт. Я предлагаю убрать этих 2 ребяток. Для этого нужно их разбудить для начала. Мы разбудили одного. Ха, класс. Мы разбудили только одного. Учитывая то, что тут угли тлеющие, тут им некуда идти, они в любом случае к нам придут оба. Через какое-то время все. Наша задача просто стоять за закрытой дверью. Максимально долго. Сколько это получится.
Так, нам нужно еще немножко опыта. Поэтому пройдемся заново. Пробежимся точнее. Кого мы видим? Мы видим суккуба. Наша задача от него максимально быстро избавиться. Смотрим, ищем пустоту на карте, чтобы можно было его сбросить. Мы нашли ее. Ждем суккуба. Если он нас догонит, конечно. Суккуб нас не догнал. Значит, ему это и не нужно было. Включаем антигравитацию, прыгаем в пропасть. Берем ключ, берем еду, берем кольцо стихий. Смотрим. У нас есть еще тролль-кузнец, которого мы не активировали. Его желательно активировать. Что мы видим? Что у нас глазик есть, которого нужно убрать. Оранжевый цвет, метка. Ждем, пока он проснется, а наша превратится в красный. Ждем. Все, он улетел. Но обещал вернуться. Перекусываем, чтобы включилась перезарядка артефактов. У него такая способность есть. Сейчас покажу, вот она. Перекус занимает у разбойника 1 ход и дает ему перезарядку артефактов на 3-5 ходов, в зависимости от уровня прокачки. Продолжаем двигаться дальше. Кого мы видим? Мы видим суккуба. И он смотрит в нашу сторону. Соответственно, он, скорее всего, будет прыгать. Мы видим очень много глаз. Включаем ментальное зрение. Всего лишь 4 моба. Слишком маленькое количество. Но вы можете попробовать нажать свиток ментального удара. Большинство мобов упало. А те, кто не упали, будем их добирать. Нам немного пробили хп. У нас есть 3 свитка улучшения. К нам идет глазик. И мы его видим благодаря ментальному зрению. Мы знаем, что он сюда будет заходить, поэтому даем ему метку. Два хода. Красный цвет. Убрали. 19 бурдюк. Пьем. Нашли семя солнечника. Продолжаем движение. Что мы видим? У нас есть колодец, но он нам пока не актуален. Продолжаем движение. Спускаемся все ниже и ниже. Что мы видим? Большая локация очень.
Включаем свет. Без света на такой локации очень трудно находиться. Что мы видим? Мы видим, что он глаз смотрит на нас, злобоглаз. Это очень плохо. На большой локации он смотрит на нас. Наша задача максимально от него избавиться, чтобы он нас либо не увидел, С ним не надо пересекаться на огромной локации. Если он вас увидит, это очень плохо. Дайте ему лучше пройти, пускай он пройдет, и вы с ним встретитесь где-нибудь в узком коридорчике. Вот, например, вот здесь вот. Квадратик вот этот вот. Вы сможете, даже если он вас увидит, вы его сможете размикрить. Но смотрите, к нам идет мимик. Это очень плохо, потому что мы готовились к глазу, а не к мимикам. Тут единственное, что я могу посоветовать, это просто скинуть этого мимика, потому что он вам не нужен. Что касаемо глаза, вам придется с ним драться, потому что он летающий, скинуть его не получится. Может, вы и хотели бы его скинуть, но он летающий, у вас это не получится сделать. Там еще один глаз идет. Злобоглазик. Что мы делаем? В принципе, по такой же схеме. Ждем, пока он к нам подойдет. Удар. Он начинает заряжаться. Удар в спину. Тут с лица получается удар. Но урона хватило. 27 уровень. Нам еще нужен один уровень. И тогда можно будет идти дальше. Передвигаемся. Смотрим, что мы не исследовали еще. В принципе, мы большинство локаций исследовали. Кого мы видим? Мы видим Скорпида. Тяжелое существо. Рекомендуется от него приманить его для начала, чтобы... Опять же, он нас не видит. Вы приманить его не сможете. Если только чем-нибудь выстрелив в него. Он нас увидел, замечательно. Но он ушел, судя по всему, потому что он... Да, он в нас выстрелил, но убежал. Ждем, пока эти ребята проснутся. Либо можно сагрить этого Скорпида. Он же не догадается вверх уйти. Он догадался. Скорпид ушел вверх. У нас там стоит суккуб. Внизу. Мы, в принципе, можем его тоже убрать. Нам нужно немножко опыта. Удар лучше всего находить из элемента неожиданности. Либо за дверью, чтобы противник стоял там. Что мы видим? Стоит глазик. Постоим рядом с ним. До оранжевого уровня догоняем. Даем ему метку.
Убиваем глазика и убегаем. Нам дали 37 щита, сейчас 34 уже. Щит это как ваше второе хп, по сути говоря. Кого мы видим? Мы видим Скорпида. Мы сбросили Скорпида. Кого мы видим? Мы видим Глазика, который в нашу сторону не смотрит. Соответственно, мы можем его ударить со спины. Для этого разгоняем в оранжевый цвет. Даем метку. И ждем, пока он убежит. Учитывая то, что он нас видит, но метки осталось 3 хода. Соответственно, ваша задача от него просто избавиться. Единственное, что можно посоветовать, чтобы он в вас прямо не стрелял в упор, и дать ему страх. Потому что по-другому у вас не получится от него избавиться. Либо сон какой-нибудь. Да, вы потратите камень, но все же вы его убьете. Напомню, ваша задача выжить. Смотрим. В нашу сторону идет глаз, причем он именно смотрится пока что. Мы это видим благодаря свету. Он не включился, соответственно, можно подождать, пока он включится, но он не включается. Свой заряд он не включает. Что мы видим? Скорпит опять же сам себя поймал. Потому что он в любом случае... Тут нет выхода. Он в любом случае будет к нам подходить. Он же должен патрулировать местность. Соответственно, для него это поражение. У нас удлинились немножко цепи, что очень хорошо. В принципе, мы можем и готовиться уже к боссу. Осталось только проверить, что нам нужно. Ну, в принципе, я думаю, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока-пока.